Приветствую, это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Фильм рассказывает историю самого результативного снайпера за всю историю США, Кристофера Кайла. Если не присматриваться, это обычное американское кино о войне. А вот главный герой, простой американский реднек, ковбой, со своими наивными, но вызывающими симпатию принципами. Вот любящая красавица-жена. Вот злобные враги, которых герой вынужден убивать пачками. Глубины сюжету придает неспособность Кайла вернуться к мирной жизни и связанная с этим драма целого поколения американских солдат, наводивших демократию на других континентах. Если же присмотреться, сразу предупреждаем, если вас напрягает политика в обзорах, то предлагаем от просмотра данного ролика воздержаться, потому что в этот раз без нее не обойтись. Итак, оскароносный режиссер строит весь фильм на эмоциях, однако при этом, как огня, избегает щекотливых тем. У него все очень просто. Мол, вот это мы, хорошие парни, а там они, враги, злые уроды. Нет, можно, конечно, попинать мирных жителей, но только немного, совсем чуть-чуть, для реализма. Но чтобы там отбомбиться по госпиталю, расстрелять очередную свадьбу или базар, пофотаться с трупами или с флагом СС, это не про нас. Наоборот, если кто-то убьет мирного жителя, придется отвечать по всей строгости закона. На практике это 3 дня тюрьмы за убитого, а если повезет, так вообще можно нары избежать. Но зачем об этом заикаться, правда? Ну а символы карателя специально для того, чтобы воспитанный на комиксах американский зритель сразу же понял, что к чему. Жестоко, но справедливо наводится демократия у дикарей. Про дикарей это не оговорка. Я хочу, чтобы вы заставили этих дикарей убояться Господа. Нет, по-другому назвать жрущих потроха исламистов язык мало у кого повернется. Однако, к нашему вящему удивлению, амеры здесь так говорят вообще про всех местных. Ты купил кольцо у дикарей? Так с кем же сражается Кайл в Ираке? Дык понятно же, с Аль-Каидой. А больше зрителю ничего знать и не нужно. Да-да, сначала нам показывают гибель башен-близнецов, и вот храбрые американские мужчины и женщины, без шуток, настоящих патриотов там было полно, уже в Ираке сражаются с Аль-Каидой. Видимо потому, что Саддам держит Усаму в личном подвале на железном поводке. Эдаким хитрым финтом ушами Клинт Иствуд обошел сразу несколько нелицеприятных для США вопросов. Действительно, к чему напоминать миру о клоуне с фабрикованными уликами? К чему напоминать, что США развязали войну только для того, чтобы убрать неугодный режим? К чему напоминать, что Аль-Каида появилась в Ираке лишь после того, как США, прикрываясь воплями о демократии, совершили акт агрессии против суверенной страны, оккупировали ее, разрушили государственность и свергли легитимную власть. Все это не важно. Американский обыватель должен не задумываться о первопричинах, а гордиться своей страной, потому что она сражается с террористами. Ну а фильм делает все, чтобы так и оставалось. Это лучшая страна на земле, и я сделаю все, чтобы защитить ее. Они долбаные дикари. Мемуары Криса Кайла в этом плане гораздо откровеннее. Например, с его слов, американцы напали на Ирак лишь потому, что Саддам продавал нефть вопреки резолюции ООН. О том, что сами США, развязав войну, наплевали на это самое ООН, причем далеко не в первый и не в последний раз, разумеется, ни слова. Зато становится понятно, почему все местные дикари. Да потому что имеют наглость защищаться от оккупантов. Понятно же, если напали американцы, то местное население просто обязано встречать их с хлебом и солью.
А смеешь вякнуть что-то вопреки, то все, трындец. Ты инсургент и террорист. Не жалеешь ни своих, ни чужих детей, которых ждет беспросветное будущее, но зато с гей-парадами и марионеточными недопрезидентами. Короче, убивать таких гордых собой американских солдат попросту недопустимо. Ну а он, Крис Кайл, убивал лишь тех, кто хотел убивать его боевых товарищей. Сделаем небольшое отступление. Он не первый, кто пишет о дикарях и о том, что без них в мире станет лучше. Этот лейтмотив часто встречается в мемуарах нацистских недобитков, которые в советских людях тоже видели варваров и дикарей, что вот сволочи-то сопротивлялись насаждению цивилизованности. А потому их просто необходимо было поубивать. Недочеловеки же. И да, нацистские снайперы тоже оправдывали свои убийства тем, что злобные советские унтерменши убивают таких гордых собой убер-солдат. Может быть, это сравнение покажется кому-то несправедливым и неуместным, однако факт апеллирования к недоразвитости противника остается фактом. В плане постановки фильм представляет собой набор рваных сцен. Вот Кайла воспитывает отец. Вот он знакомится с будущей женой. Вот наступает 11 сентября. Вот Кайл уже в Ираке. А вот его везут на кладбище. Из-за этой рваности сюжета пропадают совсем немаловажные вещи. Например, у главного героя был младший брат. Однако посреди фильма он куда-то исчезает, и о нем больше в принципе не вспоминают. Почему и за что жена так любила Кайла, не показано. Встреча в баре, 2 прогулки, свадьба и разговоры по телефону никак не тянут на продвинутую химию взаимоотношений. С отражением легендарности Криса дела обстоят не лучше. Нет, периодически нам озвучивают цифры его киллстрика. Однако 5 убитых человек в кадре – это явно не то, из-за чего командование выделяет персональный спутниковый телефон для разговоров с супругой. Сама война тоже отражена здесь неважно. Ни ее быта, ни духа, ни атмосферы тут, считай, нет. Несколько погибших американских солдат, пара инвалидов, стенание Криса и невнятный бубнёж его братца – это очень слабая иллюстрация и ужасов войны, и причин посттравматического расстройства. С логикой в фильме большие проблемы. Как вам, например, незаметное преследование плохишей в 15 метрах от них на 2 машинах, набитых амерами в форме? Это что, Call of Duty? Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Или вот американцы решили отгородиться от Аль-Каиды стеной. И это в 21 веке, в городе. Да, в реалии джедаи и правда возвели несколько стен. Но вы действительно считаете, что Аль-Каида это бедуины верхом на боевых верблюдах или ходячие мертвецы? О минометах и артиллерии вы не слышали? Да тут один снайпер на высотке может навести шороху. Кстати, о снайперах. Как с ними обстоят дела? Ну, местами неплохо. Вот правильная позиция. И вот, но вот это дурь, как и это. Снайпер-плохиш паркурит по крышам с СВД. Жаль, что сальто не крутит. Так было бы еще незаметнее. Сам Кайл решает, что на крыше ему лежать западло, и самовольно оставляет место дислокации, чтобы не прикрывать группу снаружи, а идти вместе с ней на штурм. Или вот напарника Криса ранит плохиш. Ты видел, откуда был выстрел? Больше километра было точно. Именно поэтому ты палил в белый свет из штурмовой винтовки, эффективная дальность стрельбы из которой вдвое меньше. Или вот еще. Кайл видит натертый локоть у иракца, и, пошарившись по его дому, находит схрон с оружием. Все отлично, да только в первую очередь смотрят не на локти, а на плечо, а точнее, есть ли на нем синяки от приклада. Боевка местами представляет собой экранизацию компьютерной стрелялки. Орды тупых вражин, прущих как зомбаки, ритмичное приседание бесстрастных рож за укрытиями, только красных бочек не хватает. Черт.
что в итоге у Иствуда получилась не драма о снайпере, а индульгенция действий США на Ближнем и Среднем Востоке. А еще иллюстрация того, как на эти войны принято смотреть в американском обществе. Ни слова критики, сплошная патока. Американские патриоты, борющиеся со злом, дикарями и посттравматическим стрессом. Однако стоит только включить критический аппарат, как вся эта розово-полосатая конструкция рушится, как карточный домик. На самом Они деле, варвары. Крис, Детка, они долбаные дикари. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, но и о книгах не забывайте. Например, толковых мемуарах.